Человечество стремится к познанию высших миров на протяжении всего своего существования. Это интересует практически каждого человека на протяжении всей его жизни. Даже наука уже пришла к этому, хотя практики древности об этом знали тысячи лет назад, и за это их просто уничтожали физически. Наука всегда отрицала все то, чего не могла объяснить. Но древние знания были всегда, и современные ученые только сейчас начинают понимать это и как-то объяснить. Каждый человек может познать высшие миры, это ему дано при рождении, но познают единицы, потому что познать хотят своим земным умом, но это просто невозможно. Ведь для познания надо выйти как раз из земного ума. Как достичь познания высших миров? В каждом человеке дремлют способности, при помощи которых он может приобрести познание о высших мирах. Мистик, гностик, теософ всегда говорили о мирах души и духа, столь же действительных для них, как и тот мир, который можно видеть физическими глазами, осязать физическими руками. Слушающий их в каждое мгновение вправе сказать себе: «То, о чем они говорят, я также смогу познать, если разовью в себе некоторые силы, которые сегодня во мне еще дремлют». Следовательно, речь может идти лишь о том, как приступить к развитию в себе этих способностей. Наставления к этому могут дать только те, кто уже обладает в себе этими силами. С тех пор, как существует род человеческий, всегда существовали и школы, где люди, обладающие высшими способностями, давали наставления искавшим эти способности. Такие школы называются сокровенными школами, а обучение, которое дается в них, называется тайноведческим или оккультным обучением. Такое название, естественно, вызывает недоразумение. При знакомстве с ним легко может сложиться мнение, что люди, причастные к деятельности таких школ, хотят изобразить собою какой-то особенно привилегированный класс людей, умышленно скрывающий свое знание от ближних. Здесь можно также предположить, что за этим знанием вообще не кроется ничего значительного. Ибо если бы оно было истинным знанием, так иногда склонны думать, то незачем было бы делать из него тайну, можно было бы сообщить его открыто и сделать его преимущества доступными для всех. Посвященные в природу тайного знания нисколько не удивляются тому, что непосвященные мыслят таким образом. В чем состоит тайна посвящения, это может понять лишь тот, кто в известной степени сам испытал это посвящение в высшие тайны бытия. Но здесь можно спросить, каким же образом у непосвященного может вообще возникнуть при подобных условиях какой-либо человеческий интерес к так называемому тайному знанию? Как и почему станет он искать нечто, о природе чего он не может составить себе никакого представления? Но уже в самой основе такого вопроса лежит совершенно ошибочное представление о сущности тайного знания. Ибо в действительности с тайным знанием дело обстоит не иначе, чем со всяким другим человеческим знанием и умением. Для обычного человека это тайное знание является тайной совершенно в том же смысле, в каком умение письму является тайной для того, кто ему не обучался. И как научиться письму может каждый, кто изберет для этого правильный способ, так и учеником или даже учителем тайноведения может сделаться каждый, кто найдет для этого соответствующий путь. Только в одном отношении условия здесь будут иными, нежели при усвоении внешних знаний и навыков. Человек по причине бедности или в силу культурных условий, в которых он родился, может быть лишен возможности научиться письму. Но для тех, кто серьезно ищет знания и умения в высших мирах, не существует никаких препятствий. В духовной жизни, как и в материальной, существуют законы. Натрите стеклянную палочку соответствующим веществом, и она электризуется, то есть получит силу притягивать мелкие предметы. Это соответствует закону природы. Кто хоть немного знаком с физикой, знает это.
И точно так же любой человек, знакомый с основными началами тайноведения, знает, что каждое развиваемое в душе чувство истинного благоговения пробуждает силу, которая рано или поздно сможет продвинуть нас в познании. Однако каждый должен уяснить себе, что человеку, совершенно погруженному в материалистическую цивилизацию наших дней, очень трудно пробиться к познанию высших миров. Он может достичь этого лишь благодаря настойчивой работе над собой. В наше время идеалы обесцениваются, другие чувства заступают на место преклонения, благоговения, почитания и удивления. Наша эпоха все больше теснит эти чувства, так что повседневная жизнь лишь в незначительной степени приводит человека к соприкосновению с ними. Ищущий высшего познания должен взрастить их в себе, он должен сам вливать их в свою душу. Этого нельзя достичь путем изучения, это можно сделать только путем жизни. Поэтому желающий стать учеником тайноведения должен настойчиво воспитывать в себе способность к благоговейному настрою. Он должен повсюду в своем окружении, в своих переживаниях целенаправленно искать то, что может вызвать в нем восхищение и уважение. Если, встречаясь с человеком, я осуждаю его слабости, этим я похищаю у себя высшую силу познания. Но если я стараюсь любовно углубиться в его достоинство, я накапливаю эту силу. Ученик тайноведения должен постоянно помнить о необходимости следовать этому указанию. Опытные тайноведы знают, какой силой они обязаны тому обстоятельству, что постоянно и во всем они обращают внимание на доброе и удерживают себя от порицающего суждения. Но это должно оставаться не только внешним жизненным правилом, это должно овладеть глубинами нашей души. А для души чувства являются тем же, чем являются для тела вещества, которые составляют его питание. Если телу вместо хлеба подают камень, то активность его прекращается. Так же обстоит дело и с душой. Преклонение, уважение, благоговение являются питательными веществами, делающими ее здоровой, сильной, прежде всего в познавательной деятельности. Презрение, антипатия, недооценка чего-либо достойного признания приводят к ослаблению и отмиранию познавательной деятельности. Для духовного исследователя этот факт видим в ауре человека. Душа, принявшая в себя чувство почитания и благоговения, вызывает изменения в своей ауре. Некоторые духовные цветовые оттенки, которые можно обозначить как желтые и красно-желтые, исчезают и заменяются сине-красными. Но тем самым и раскрывается способность познания, душа получает весть об окружающих ее фактах, о которых она прежде и не подозревала. Почитание пробуждает в душе симпатическую силу, при помощи которой нами привлекаются свойства окружающих нас бытия, остающиеся иначе сокрытыми. Человек, который гонится за импрессионными внешнего мира и всегда ищет для себя развлечений, не найдет пути к тайноведению. Но не притупляться здесь должен духовный ученик, а богатая внутренняя жизнь должна сама сообщить ему направление, на котором ему следует отдаваться внешним импрессионным. Проходя по прекрасной горной области, глубоко чувствующий и духовно одаренный человек переживает нечто иное, чем человек, бедный чувством. Любое тайное обучение должно запечатлеть его в сознании ученика. Закон тайноведения гласит: каждое познание, которого ты ищешь только для обогащения твоего знания, только для того, чтобы накопить в себе сокровища, отклоняет тебя от твоего пути. Но каждое познание, которого ты ищешь для того, чтобы стать более зрелым на пути благорождения человека и развития мира, ведет тебя вперед. Этот закон неумолимо требует своего соблюдения. И нельзя стать учеником, прежде чем эта истина духовного ученичества не сделается путеводной нитью жизни. Эту истину духовного ученичества можно выразить в краткой формуле: каждая идея, которая не становится для тебя идеалом, убивает в твоей душе некую силу, но каждая идея, ставшая идеалом, создает в тебе жизненные силы.